Хорошо, двигайте центр ягодиц к стене. Теперь вместо одеяла все-таки положите вашу книжку или две книжки и встаньте на край этой книжки, чтобы пятка стояла на полу, и вы двигались центром ягодиц, как будто вот седалищные кости вы взяли пальчиками и начинаете двигать их в сторону стены, чтобы не ягодицы шли наружу, не сокращали поясницу. Это вот как раз здоровая наша поясница. А именно центр ягодиц шел вперед к стене. Теперь ваша другая нога стоит на блоке, основание под большим пальцем и под мизинцем. И центр ягодиц обеих ног, и правый, и левый, вы двигаетесь к стене, держитесь за стену, либо за тумбочку, ну что-то у вас там под руками. И в какой-то момент времени вы довольно близко приблизите ягодицы к стене и подержите в таком положении свою икроножную мышцу. Пятку не отрывайте от пола. Пятка должна стоять на полу. Убирайте прогиб с поясницы, чтобы ягодицы, верхушки ягодиц все время двигались вниз, а центр ягодиц двигался внутрь, вперед. Так у вас не будет прогиба в пояснице. Хорошо. Убирайте пока блоки. К вам спиной и покажу, что будет дальше сработать со стопами. Стопы будут друг на дружке вот так лежать. Стопа одной ноги у меня с той стороны, где я наступаю, а стопа второй ноги с передней поверхности стопы. Понятно? Да, вот так вот крест. Хорошо массируйте свою стопу и придаете ей эластичность в теле. И сегодня рекомендую намазать какую-нибудь мазью. Согревающий. Стопы. Да, согревающий, расслабляющий, потому что это будет чувствительно. Особенно, когда вы хорошо давите передним сводом стопы, где косточки, на свод стопы со стороны, куда мы наступаем. Вот, про нее, но это просто теперь стопы. Поставьте прямо, направив пальцы ног и старайтесь пятки соединить друг с другом. Стопы внутренней стороной друг к другу. И сядьте так, чтобы пятки как можно ближе друг к другу были. Стопы очень... Смотрите, если свод стопы очень чувствительный, такое бывает, когда вот этот свод стопы не растянут. Одеяло под передний свод стопы, как ступеньку кладете. И тогда будет легче садиться. Боком. Я стою на колени, колени вместе, стопы чуть шире таза. Размещаю пальцы рук там, где икроножные мышцы. Икроножные мышцы назад, пяткам и в сторону. А под ягодицы я беру опору. И сажусь на поднимаю, чтобы удлинить переднюю голень и передний свод стопы. И также удлиняю, освобождаю переднюю голень и передний свод стопы. Опять же, если больно, не стелите ступеньку за одеялом, чтобы свод стопы был на этой ступеньке. Постелила. Можете под колени постелить, если больно. И теперь рядом с вами ремень. Берете ремень и делаете петлю ремня на ширине ваших плеч. Смотрите, как я измеряю ширину петли ремня. Я одеваю на пальцы, большие пальцы рук и прикладываю к плечам. И это моя ширина ремня. Размещаем на запястье ремень. Там, где соединяется ладонь и предплечье. Да. Выпрямляю руки. И ладони смотрят друг на друга. Вращайте плечи, плечевые суставы. Верните плечи, плечевые суставы. И немного отклонитесь назад. Почувствуйте, что ваши ягодицы, верхушки ягодиц опустились вниз. Теперь наклонитесь вперед, удлиняя руками бока корпуса и вернитесь в прямое положение.
И почувствуйте, что поясница стала длинной и широкой, а живот, нижняя его часть, начала двигаться в сторону диафрагмы. Верните вновь плечевые суставы, ваши плечи. И теперь сильно разрывая ремень, прям оторвите ремень. Поднимайте руки вверх. Ладони смотрят друг на друга. Да. И постарайтесь перевести плечи на уровень ушей. Но при этом втягивайте лопатки внутрь, ягодицы, верхушки ягодиц опускайте вниз, а седалищные кости у вас должны сидеть на той опоре, а крестец должен идти внутрь, чтобы не было прогиба в пояснице. Опустите руки. Я сейчас покажу, как мне правильно. Плечи идут вперед, лопатки наружу. Видно? И вы пытаетесь поднять руки вверх. Так неправильно. Нужно вернуть плечи, плечевой сустав, стянуть лопатки внутрь и поднимать руки вверх. Второе неправильно. Когда ягодицы двигаются назад, идет прогиб поясницы, поясница сокращается. Нужно верхушки ягодиц опустить в сторону опоры, на которой вы сидите, а нижнюю часть живота поднять вверх. За счет движения креста. Следите обязательно за этим. Иначе работать будете поясница. Поскольку мне сейчас вас не совсем видно хорошо, я не могу вас откомментировать, чтобы вы правильно это делали. И вновь накиньте ремень на запястье. Но теперь разместите пальцы рук, расширяя друг от друга, и разрывайте ремень. Уводите плечи в плечевые суставы. Сидите на седалищных костях, крестец направляя внутрь, лобковую кость вверх и поднимая руки вверх, расширяя пальцы друг от друга. Разрывайте прям ремень, тем самым привнося очень хорошее движение в область плеч. Макушка тянитесь вверх, чтобы был позвоночник по прямой линии от макушки до промежности соединен прямой линией. Опустите руки. Ремень накиньте на предплечье ближе к локтю. Не на локоть, а чуть ниже локтя. И поверните, разверните ладони вверх. Пальцы рук расширяйте друг от друга. Вновь возвращайте плечи в плечевые суставы. Прижмите основание передней поверхности голени и переднего свода стопы к полу. Прям как будто бы это ваша большая стопа, на которой вы сейчас стоите. Опустите верхушки ягодиц вниз, в сторону опоры, на которой сидят седалищные кости. И от подвздошных костей, удлиняя бока корпуса, поднимайте руки вверх, разрывая ремень. Ладони назад, назад, назад. Плечи, плечевые суставы, лопатки внутрь, макушка вверх. И опустите. И это сделать не... Теперь вновь верните ремень на запястье. Я убираю эту опору, поднимаюсь на колени. И вот эту опору, которая у меня была под ягодицами, я на нее сажусь и выпрямляю. И теперь на внутренней пятке накидываю ремень, стопы друг от друга на некоторой ширине. То есть не вместе стопы, а на расстоянии. И теперь смотрите, я довольно близко держу ремень к стопам, чтобы можно было тянуть пятки от себя, удлиняя заднюю поверхность. Вы сидите на опоре, то есть вы не сидите на полу. Вы положите под ягодицы одеяло, книжки, что у вас там есть. И, возвращая плечи в плечевые суставы, тяните ремень на себя. Тем самым, видите, бока корпуса сразу поднимаются в сторону подмышек. То есть пятки тянем от себя. Удлиняем заднюю поверхность ног, а пальцы ног хорошо направляем в потолок, расширяя пальцы ног друг от друга. И вспоминайте внутренние линии пятки, там, где я вам показывала, они сейчас на ремне. И ремень тяните прямо на себя. Как будто вы хотите ремень и пятки к себе подтянуть, а пятками сопротивляетесь ремень. Поворачивая плечи, втягивая лопатки, тянитесь макушкой вверх. Прям чувствуете, что бока корпуса становятся длинными, и вновь. Не позволяйте ягодицам идти назад, а крестец все время втягивать внутрь. Мы сейчас попробуем это сделать около стены. Теперь посмотрите, что я буду делать. Смотрите, у меня вот этот блок сейчас будет на крестце.
не на пояснице, не на ягодице, а на крестце. А к стене я с другой стороны блока прислонюсь. И немного опускаясь под прямым углом колени и голенью. И поднимаю руки вверх. Опускаю руки вниз. Вот это вот положение очень хорошо заставляет крестец двигаться внутрь. То есть поясница здесь не прогибается. Давайте попробуем. То есть вот эта вот книжка, или у вас там что, блок, он должен быть на крестце. То есть ниже. Вот. И держите этот блок и прям сползайте по стене, отступайте стопами так, и прям наваливайтесь крестцом на этот блок. Прижимайте блок к стене. Пятками ног отталкиваясь от пола, внешней части стоп параллельно друг другу. Посмотрите на свои стопы. Чтобы внешние части стоп были параллельны друг другу, пальцы ног не смотрели в сторону, а вперед. Пальцы ног смотрят вперед. И прям держите крестцом блок и давите блоком на стену. Что я делаю? Я не к самой к стене подошла, а чуть-чуть, прям на пол стопы отступила от стены. Стопы поставила на ширине таза. Внешние части стоп параллельно друг другу. Пальцы ног смотрят вперед. Прижимаю 4 точки на стопе, как мы с вами в начале занятия определили, от основания к большим пальцам под мизинцем и линию внутренней пятки. Руками держусь за сиденье стула, и мои ладони будут под плечами. То есть мне нужно двигать вперед стул, не нужно двигать близко к себе его. Пусть будут ладони под плечами. Смотрите, что дальше я делаю. Я стою у стены и разворачиваю задние бедра, помогаю руками там, где под ягодичной складки изнутри наружу, то есть от внутреннего поверхности бедра наружу, в сторону внешней части. И второе бедро. Теперь отвожу плоть ягодиц вверх по стене, чтобы седалищные кости прижались к стене. Но крестец у меня идет внутрь, к пяткам. Я хорошо прижимаю пятки к полу. Теперь поднимите пальцы ног от пола. И прижмите мячик под большим пальцем и под мизинцем. И сразу чувствуете, что ваш свод... Да. И вот теперь сохраняйте работу свода стопы, опускайте пальцы ног, направляя вперед по коврику. И сразу колени, передние бедра подтягиваются вверх, задние бедра расширяются внутри наружу. И теперь стул, на котором стоят ваши ладони, вы как будто бы толкаете в сторону стены. И тянитесь макушкой вперед, чтобы шея тоже длинная сзади поверхности оставалась. И теперь немного шагните с одной стопой вперед, отступите от стены, поставьте руки на талию и взглядом скользите сначала по полу, потом по стене поднимайтесь. Как хорошо стало. Отлично. И сейчас оставайтесь на стуле. Я сажусь на стул. И смотрите, поворачиваю стопу, пальцы ног смотрят вперед. Я отвожу колено в сторону, захватываю стопу и кладу на переднюю поверхность бедра. То есть работа внутренняя. Поставьте на пол и прижмите внешнюю часть стопы к полу, основание под большим пальцем под мизинцем, внутреннюю пятку, оскол стопы той ноги, которая стоит на полу, пусть поднимается вверх. Теперь захватите внутреннее колено другой ноги, отведите в сторону колена. И положите стопу на бедро. Но при этом ваша рука, которая захватила внутреннюю поверхность бедра, удлиняет пах к колену. Не толкает колено вниз, а именно удлиняет. Разворачивая внутри наружу. Поставьте стопу на пол. И теперь мы то же самое сделаем, но уже на опоре. И берите опору. Опору берите повыше. И чем будут эластичнее ваши тазобедренные суставы, тем безопаснее будет для вашей спины. И возьмите 2 ремня. И когда вы сели, поставьте стопы сначала на пол. Отведите плоть ягодиц, развернув
заднюю поверхность бедра изнутри наружу. Прям почувствуйте, что вы сидите на седалищных костях. Крестец идет внутрь, а живот поднимается вверх. Теперь разведите колени в стороны и приблизьте стопы к себе, соединив подошву стоп друг с другом. Это будет у нас с вами Бадха Конасана. И возьмите ремень и накиньте на внешнюю часть стопы. То есть к полу прижимая нижнюю часть стопы, там, где ремень, между стопой и полом будет. И захватите руками близко к стопам ремень. И теперь тяните ремень, сопротивляясь стопами в пол, поднимая грудную клетку и бока корпуса вверх, макушку вверх, а колени отводите в сторону. Тем самым удлиняется внутренняя поверхность паха к внутреннему колену. Бадха Конасана, поза связанного угла. И чем лучше вы сопротивляетесь ремнем стопы и руками держите ремень, удлиняя бока корпуса, тем лучше и ниже опускаются ваши колени. Я думаю, видно, как я это делаю. И все ниже и ниже будут опускаться ваши колени, но не за счет того, что колени толкаем мы вниз, а мы удлиняем внутреннее бедро, вот такое движение. Но при этом живот все время в нижней его части идет в сторону пупка, а пупок внутрь. Это очень важный показатель движения живота внутрь. Значит, ваша поясница сейчас соедините, помогая себе колени друг к другу. И ноги делайте как можно шире. Ну, пусть это будет прямой угол между ногами. И накиньте один ремень на внутреннюю пятку одной ноги, и другой ремень на внутреннюю пятку другой стопы. Так, чтобы вы могли тянуть пятками заднюю поверхность ног от ягодиц. Да, если необходимо, расширьте заднюю поверхность бедра и тянитесь пятками от задней поверхности бедра, прям удлиняя пятками заднюю поверхность бедра. Пальцы ног смотрят вверх, не разваливаются стопы. И вновь внутренняя пятка, внутренней линии пятки, именно на внутренней линии пятки разместите ремень. И больше удлиняйте внутреннюю поверхность от колена к паху. Крепко держите ремень, но не отклоняйтесь назад. Поближе возьмите к стопам ремень, чтобы бока корпуса были, удлинялись и были по отношению к полу перпендикулярно, то есть под прямым углом. Лопатки втягивайте внутрь, тянитесь макушку, вверх, подбородок параллельно полу. Лопатки внутрь, да. Крепко держите ремень, чтобы пятки наступали на ремень, удлиняя заднюю поверхность ноги. А вы могли руки крепко держать за ремень, плечи вернуть в ключевую суставы. И соедините ноги, приведя стопу к стопе, и накиньте ремень на внутреннюю линию пятки с прямыми ногами. Да. Угу. Хорошо. И теперь мы позанимаемся задней поверхностью бедра. Для этого взять стул и поставить его перед собой. Оставьте вот эту опору, которую вы сейчас использовали под ягодицу. Я беру стул, сажусь на опору, отвожу плоть ягодиц, разворачиваю задние бедра внутри наружу и перевожу ноги в свастикасану. И смотрите, вот эта опора должна быть на краю, вернее, вы должны сидеть так, чтобы ягодичные складки были на краю этой опоры. И еще больше разверните плоть ягодиц, заднюю поверхность бедра. И теперь смотрите, я беру стул и начинаю его двигать от себя. Удлиняю бока корпуса и крестец втягиваю внутрь. И у меня сейчас хорошо растягивается задняя поверхность бедра, а живот управляет в сторону диафрагмы, отталкиваясь руками. И потом возвращайте к себе стул.
И сейчас задняя поверхность бедра очень хорошо удлиняется. Выпрямите ноги и поменяйте перекрест ваших голени. И вспоминайте, чтобы пятка передней ноги, которая впереди, дальше от вас, была под коленом той ноги, которая ближе. То есть близко стопы к себе не приближайте, далеко не отодвигайте. Примерно прямой угол той ноги, которая дальше от вас, между голенью и бедром. И вновь разверните по ягодичной складке, захватите сиденье стула и, удлиняя внутренний пальчик внутренним коленем, именно грудной клеткой, прям вот эту косточку грудной клетки, как будто вы хотите двигаться вперед. Лопатки внутрь, грудная клетка вперед, наклоняйтесь вперед, опирайтесь. И не стремитесь сразу далеко стул отодвинуть. Пусть это будет небольшое расстояние, но зато вы почувствуете удлинение боков корпуса, движение живота в сторону диафрагмы и удлинение задней поверхности бедра. То есть не стремитесь сразу наклониться далеко. А спина ровная или прогинать ее надо? Спина ровная. Лопатки внутрь. Лопатки внутрь, плечи в сторону лопаток, чтобы шея была длинная. Для этого вы держитесь за стол и отталкиваетесь ладонями от стула, вращая плечевые суставы, тянитесь макушкой вверх. Шея со стороны спины должна быть длинная. Трапеция все время движется в сторону лопаток. Выпрямите ноги, пальцы по краям от вас. Оттолкнитесь, чтобы поднять грудную клетку. Тянитесь пятками от ягодиц, удлиняя заднюю поверхность. Коленями подтягивайте передними мышцами бедра. Пальцы ног смотрят вверх, вверх. Не разваливайте стопы. Поднимайтесь. Убирайте опору. И следующее, что мы с вами сделаем, наклон вперед. Но паршватанасана будет удлинение боков корпуса. Я сначала, смотрите, я вставлю на ширине таза, ноги поставлю. И сохраняю вот эту вот ширину таза. Я одной ногой шагаю по сиденью стула, опираюсь ладонями на сиденье стула по краям и отталкиваюсь от сиденья стула, как будто бы хочу подвинуть его в сторону ног. Но ягодицы мои скругляются в сторону пяток, прижатых к полу. И почувствуйте удлинение боков корпуса, удлинение нижней части живота. Есть? Живот идет внутрь. Поставьте на талию, поднимитесь и шагните ногой назад. И поменяйте стопы. Теперь другая нога шагнула вперед. Задняя нога немножко разверните стопы изнутри наружу и прижмите внешнюю часть стопы к полу. Заверните от задней ноги внешнее бедро вперед, а внешнее бедро передней ноги немножко, чтобы таз по отношению друг к другу уклоняется вперед, опускаете ладони на сиденье стула и ноги хорошо стопы прижать, вот стопы подтяну, пальцы ног направить вперед, не разваливать стопы, внешнюю часть стоп прижать, мячик по большим пальцам прижать и под мизинцем. И отталкиваясь ладонями, удлинять бока корпуса. Как будто бы вы грудную клетку вместе с лопатками двигаете вперед, а руками стол двигаете назад в сторону ног. И идет очень хорошее удлинение боков корпуса и движение живота внутрь тела. И вновь поставьте руки на талию, взглядом поднимитесь, шагните назад. И вновь наклон вперед. После всех несимметричных поз нужно всегда делать симметричную позу. Вы чуть-чуть отступите от стены, наклонитесь вперед, захватите края стула, внешнюю часть стоп поставите параллельно друг другу и отведете плоть ягодиц и развернете заднее бедро так, чтобы седалищные кости были на стене. Пятки направляю в пол. Внешней части стоп прижимаю к полу. Поднимите пальцы ног от пола так, чтобы включить в работу свод стопы. Опустите пальцы по полу, направляя их, но прижимая основание под большим пальцем и под мизинцем и пятку сильно в пол. Свод стопы вверх, колени вверх. Передние бедра подтягивают колени вверх,
а задние бедра разворачивают изнутри наружу. И смотрите, седалищный кость в центре ягодицы на стене. Прям чувствуете стену. И скругляйте ягодицы в сторону стены, чтобы не было прогибов поясницы. Крестец направляя внутрь, а живот направляется сейчас вверх. И первое, что вы можете остаться там, либо разместить перекрест локтей на сиденье стула и опустить лоб на перекрест локтей. Либо, если кто может, наклониться вперед и опустить лоб на перекрест локтей с наклоном на сиденье. Уттанасана. Очень хорошая поза для отдыха. Можете на сиденье стула или же на спинку стула постелить одеяло, чтобы легче было наклоняться и было удобно. И поднимитесь, поменяйте перекрест локтей. То у вас одна рука была снизу, другая сверху. Теперь поменяйте. Спокойный вдох, спокойный выдох. И когда вы делаете вдох, удлиняйте бока корпуса, живот направляйте в сторону диафрагмы. А когда вы делаете выдох, пусть кожа спины стекает в сторону ягодиц, а ягодицы направляются в сторону пяток, прижатых к полу. Как мы это делали, когда стопы стояли на передней поверхности на блоке. И смотрите перед собой, выпрямив руки. Шагните одной ногой вперед к столу, второй ногой вперед к столу. И поставьте руки на талию, поднимитесь. Хорошо. Ну и сделаем еще работу для переднего бедра. Пусть стул будет рядом. Это, вот стул сейчас очень нужен. Вы возьмете одеяло и сложите его в несколько раз, чтобы оно толстенькое такое было. Положите к стене. Смотрите, что я буду делать. Я сейчас встану, колено поставит в угол между стеной и полом, но не верхушка колена, а верхней его частью. Сейчас я покажу. То есть сначала я опускаюсь на колени, и теперь вот эту верхнюю часть колена я ставлю к стене. Пальцы ног смотрят вверх. Вот так. Чтобы колено было на одеяле. Пальцы ног смотрят вверх. Вторую ногу я выпрямляю и ставлю стопу на пол. И пытаюсь приблизить, на стул опираюсь и приближаю ягодицы к стене. Очень хорошо тянется передняя поверхность бедра. И вторую ногу. Помогая себе, опускаю. Меняю ноги. Понятно, какую часть колена мы ставим? Обратите на это внимание, чтобы не было травмы колена. То можете просто удлинять бока корпуса, захватив сиденье стула или внешнюю ножку стула. Пятками удлиняйте заднюю поверхность ног сейчас. Очень хорошо тянитесь пятками от ягодиц. Пальцы ног смотрят вверх, чтобы внешняя часть стоп были параллельно друг другу. Не разваливайте стопы. Удлиняйте бока корпуса, тянитесь макушкой вверх. Либо сиденье стула захватите, либо дальнюю ножку и спинку стула. Поднимайтесь. И вновь на стуле мы сейчас поработаем с вами. Сделаем скручивание небольшое. Сначала посмотрите, я села на стул так, чтобы мои ягодичные складки были на краю стула. И отвожу плоть ягодиц и заднюю поверхность бедра разворачиваю. Вообще вы привыкнете так делать, тогда появляется место для креста, и крестец сразу двигается внутрь. И теперь что я делаю? Стопы параллельно друг другу. Вот эту книжку, которую у вас или блок, я размещаю между колен. Колени по отношению друг к другу симметричны. Пятками давлю в пол, своды стоп подтягиваю вверх, внешние бедра возвращаю в таз. И сейчас что я делаю? Я делаю скручивание. Я сейчас вот одной рукой захватываю внешнее колено, противоположное на
А второй рукой либо захвачу сиденье стула за середину, так, чтобы живот и грудная клетка разворачивались в другую сторону, в сторону стены, получается. И крепко держусь за сиденье стула или там, ну, за, как это называется, перекладину стула, да? Но так, чтобы мои плечи тоже были по отношению друг к другу в симметрии. То есть нельзя скруглять плечи, а именно разворачивать их внутрь, лопатки внутрь. А чтобы поясница не пострадала, я сейчас спиной к вам повернусь, вы посмотрите. Вы должны хорошо давить пятками в пол и держать между колен блок. Мой крестец идет сейчас очень хорошо внутрь. Я держу блок между коленями, давлю пятками в пол. Видно? Возвращаю бедренную кость в таз, крестец внутрь. И захватывая одной рукой внешнее колено, захватываю сиденье стула. Видите, мой крестец все время движется внутрь. Наружу я не двигаю. Живот вперед, крестец наружу, внутрь, отталкиваясь стопами. И начинаю скручивать живот. Со вдохом удлиняю бока корпуса, с выдохом живота, грудную клетку, разворачиваю. Крепко держусь за сиденье стула. Лопатки внутрь, разворачиваю плечи. Макушка вверх. И в другую сторону. Смотрите, пятки у меня под коленями. Между голенью и бедром. Не нужно близко стопы, именно пятки под коленями. Блок между коленями внутрь. Очень хорошо выступаете стопами в пол, пятки в пол, вперед, бедренная кость в таз, расширяя заднее бедро внутрь наружу. И захват задней рукой сиденье стула, передней рукой за внешнее колено. Я отталкиваюсь от колена передней рукой, вводя плечо, разворачиваю внутри наружу, лопатку внутрь. Вы держитесь задней рукой за сиденье стула, чтобы тоже помогать себе заднее плечо отводить наружу, а лопатку втягивать внутрь. Со вдохом удлиняя бока корпуса, с выдохом скручивая живот и грудную клетку, помогая себе руками. И со вдохом развернуться и в другую сторону. Захватив внешнее колено, хорошо наступайте стопами в пол, держите блок между колен, чтобы колени не смещались друг от друга, а именно находились в ровном положении. Захватите сиденье стула, отталкиваясь рукой от внешнего колена, убирайте трапецию в сторону лопаток и, захватив сиденье стула, разворачивая плечо, со вдохом удлиняя бока корпуса, с выдохом живот и грудную клетку разворачивая в сторону сиденья спинки стула. И со вдохом развернитесь. Хорошо. И теперь оставайтесь на стуле, я покажу, что вы будете делать, сидя на нем боком, чтобы вам было понятнее. Стопы стоят на полу, также под прямым углом. И немножко разведите стопы друг от друга, пошире их поставить. И теперь, удлиняя бока корпуса, я наклоняюсь вперед, укладываю внешнее на внутренние бедра, внешние бока корпуса. И локти и руки завожу за сиденье стула. Такая вот полана таз. Голову, макушка опускаю в пол. И дышу. Вдох и выдох. Очень хорошая поза реабилитации и для спины, и для всех суставов, которые сейчас мы в упражнениях используем. И потом просто сядьте прямо на стол, подышите. И сейчас убирайте стул пока. И возьмите под голову одно одеяло. Я сейчас покажу, что мы будем делать. Я ложусь на пол. И на ширине стопы ягодицы от стены. То есть не близко к стене, а на ширине стопы. Под голову у меня вот это вот одеяло, стопы на стене. Я толкаюсь стопами от стены, возвращаю бедренную кость таза, хорошо прижимаю крестец, обе части, и правую, и левую к полу. И мой живот очень хорошо движется внутрь. Я могу
захватить края коврика, чтобы удлинить бока корпуса, могу перевести руки за голову. Вот так, чтобы плечи у меня разворачивались, трапеция шла в сторону лопаток. Очень хорошая поза, движение живота внутрь, прижатие креста к полу. Поясница длинная и широкая. И прям давите стопами в стену, так, чтобы пальцы ног смотрят вверх. Не забывайте, что внешние части стоп параллельно друг другу. Одеяло положите только под затылок и под шею. Плечи не должны держать на одеяле. И удлиняйте бока корпуса, хорошо отталкиваясь стопами от спины, вращая бедренный пояс таз, прижимая крестец к полу, почувствуйте движение живота внутрь. Удлиняя бока корпуса, переведя руки за голову, уводите трапецию в сторону лопаток, а лопатки внутрь тела в сторону грудной клетки. Смотрите вверх, в потолок. И верните руки вдоль туловища. И смотрите, одну ногу вы оставите на стене, а вторую ногу, захватив за внешнюю голень, переднее бедро начинаете приближать к боковой стороне корпуса, стопа спокойная. Но не сокращайте бок корпуса, а продолжайте прижимать обе части креста, и правую и левую, к полу. И потом вновь вернете стопу на стену и вторую ногу. Это пада павана муктас. И также еще один раз сделаю. Очень хорошая поза для реабилитации поясницы, для чувствования, как живот опускается внутрь вашего тела, и он хорошо движется в сторону поясницы, в сторону креста. И через правую сторону поднимайтесь, помогая себе руками. Возвращайте стул. Одеяло оставите под крестом сейчас, а голени положите на сиденье стула. Випарита Карани мы сделаем на стуле. Ее нельзя делать, как у тебя с давлением сейчас. Ее нельзя делать, когда месячные и когда высокое давление. Нельзя делать. Не слышите меня? Звук. Если голова напрягается задняя поверхность шеи, то под голову тоже опору нужно положить с одеяла. И когда крестец лежит на одеяле, ноги голени лежат, задние икроножные мышцы на середине стула, живот идет внутрь. Руки можно положить под углом по отношению к туловищу, ладонями вверх, или согнуть их в локтях и положить под прямым углом плеча и предплечья, ладони вверх. Так опускаются плечи в пол. И обычно в перевернутых позах мы находимся от 7 до 10 минут, чтобы привнести терапевтическую эффект. И отпускайте полностью тело, закройте глаза, отпустите стул, отпустите колени, отпустите бедра, отпустите крестец, пусть он лежит на этой мягкой основе одеяла. Отпустите живот, он мягко опускается в сторону креста. Отпустите бока корпуса. Позвольте верхушкам плеч опускаться в пол. И от этого движения передней части повыше двигаться у спины в сторону грудной клетки. Отпустите локти, отпустите плечи. Пусть они лежат на полу. Удлиняйте
кожу затылка к макушке, тем самым удлиняю заднюю поверхность шеи. Закройте глаза и расслабьте кожу лица. И сейчас согните ноги в коленях, поставьте стопы на край стула, повернитесь на правый бок, не разгибая ноги в коленях. Лежите какое-то время. Открывайте глаза и, помогая себе руками, сначала поднимайте грудной вверх, а потом голову. Убирайте стул в сторону и готовьтесь к шавасане. Для этого возьмите 2 одеяла. Или если оно толстенькое, то достаточно одного, там, где будет у вас голова. Возьмите либо вот такой вот валик, либо еще 2 одеяла, и вот такой вот валик, да, который будет у вас под задними бедрами, чтобы крестец был очень хорошо прижат к полу. Я сейчас покажу. То есть я сажусь на середину коврика, опираясь на ладони, приподнимаю таз и немножко продвигаю его в сторону стоп, которые стоят на полу, чтобы мой крестец, он уже сейчас направлялся в пол. Но поднимаю грудную клетку за счет движения лопаток вниз. И, помогая себе, сгибая руки в локтях, опускаюсь. Управляю опору под голову так, чтобы она касалась моих плеч. И вот этот валик я кладу под заднюю поверхность бедер. Выпрямляя ноги в колени, двигаюсь пятками по коврику. Видите, крестец очень хорошо прижат к полу, живот идет внутрь, благодаря тому, что задние бедра лежат на вот этой поверхности болтера. И теперь, отталкиваясь локтем, вот опора разворачиваю клетку, тягиваю лопатки внутрь, просто выпрямляю ладони, направляя в сторону потолка.